Они так удивлялись. Зачем? Вот полный холодильник. Зачем ты пошла в этот магазин? Зачем купила это? Ты же его даже не ешь. А мне трудно было объяснить. С мамой отец развелся, когда я была еще маленькая. Меня ей не отдали. Так она рассказывала. Может, и неправда, я ведь ее не очень хорошо знала. Смутно помню, как она приходила к школе, плакала, говорила, что скучает. Отец узнал, прогнал ее, а меня побил. Потом вообще из школы забрал и посадил дома. Матери не стало куда ко мне приходить. В 15 меня отдали замуж. Там было плохо. Я держалась сколько могла, а затем потеряла ребенка, и оставаться стало незачем. Отец злился, ругался, всех бьют, все терпят. Но домой вернуться разрешил. Это, наверное, было в первый раз, когда я сделала то, чего хотела сама. Развелась. Но на этом жизнь моя и закончилась. Документы отец у меня забрал. В 20 лет паспорт нужно было менять, но он сказал, дома паспорт не нужен. А из дома мне выходить не разрешалось. Вокруг него был забор. Вот у этого забора и заканчивался мой мир. Выйти за его пределы я могла или замуж второй женой, или ногами вперед. В доме нас жило 8 человек. Отец, бабушка, мачеха, мои сестры и братья по отцу, а еще у нас все время торчали сестры отца, мои тетки. У всех была какая-то еще жизнь. Школа, друзья, работа. У меня не было. Я разведенная дочь от первого брака. Подгнивший плод, порченный товар. Мне нельзя работать, нельзя учиться, у меня не может быть никакой своей жизни и уж тем более своих планов. Гожусь только обслуживать всех. Отец часто говорил, делай, что тебе говорят, и все будет нормально. Я делала, стирала, гладила, мыла, протирала, чистила, готовила, убирала. У отца пунктик был, чтобы в доме была только здоровая пища. Прочтет, что рис вредно, рис исчезает. Сливочное масло вредно, исчезает масло. Так что я и ела, что говорят. Но нормально не было. А потом умерла бабушка. Я гладила пальцами ее кольцо и понимала, что не осталось никого, кто бы меня жалел и помнил, что я люблю или не люблю. Я и сама начала это забывать. Меня с детства запугивали, колотили, шпыняли. Мое слово ничего не значило. А последние 7 лет меня из-за человека не держали. Никто не ждал, что я посмею. Никто не ждал, что я, никуда не выходившая из дома, возьму и сбегу. Без денег, без документов. Мне потом рассказывали. Отец сидел и молчал. А тетки не молчали. Кричали, что я неблагодарная тварь, что обязательно опозорю семью, что побегу делать себе губы и стану в инста-фотки выкладывать. С губами и в коротких юбках до попы. Для того, мол, и убежала, иначе чего ей не хватало? Мне не хватало всего. Но сразу после побега, в первые минуты в чужом городе, я наконец сделала то, что другие делают, не задумываясь. Но в чем мне было отказано. Одна вышла из дома. Дошла до магазина и купила первое, на что упал взгляд. Маленький символ моей огромной новой свободы. Дурацкий, невкусный и не очень полезный для здоровья плавленый сырок.